Этот обзор не оставит равнодушным никого. А почему? Потому что второй такой виллы вы не найдете на всем побережье. Вилла находится в пешей доступности до моря. Ну а о остальных ее преимуществах я вам расскажу по ходу. Добро пожаловать на побережье Коста-Браво. Мы находимся в городе Колонж, поселок Торре-Валентино. Если кому интересно узнать подробнее об этом поселке, у нас есть обзор, где-то здесь появится ссылка на него. Ну и по традиции, прежде чем я приглашу вас в дом, я призываю вас подписываться на наш канал, ставить лайки или даже дизлайки, комментировать активно и по существу вопроса. Ну и кто не знает, меня зовут Марина, вы на канале Дамлекс Realty, а теперь поехали. Итак, мы находимся, как я уже сказала, в поселке Торре-Валентино. Я не преувеличу, если скажу, что это один из лучших поселков возле моря на побережье Коста-Браво. Почему? Вы увидите в нашем обзоре, но относительно этого дома он находится на второй линии от моря. Ровная дорога, которая ведет к дому. То есть, если вы любитель пеших прогулок или вам важно ходить до ближайшей инфраструктуры пешком, этот дом отвечает этим потребностям. Здесь мы можем дойти пешком до ближайшего супермаркета. Ну и самое главное, это тот ровный участок, который встречает нас при входе в дом. Он разделен на два уровня, потому что эта площадка ровная и нижняя площадка ровная. Почему не весь участок ровный? Тот, кто меня давно смотрит, знает, да, мы на Коста-Браво, гористая местность, здесь плоских участков, особенно возле моря, днем с огнем не сыщешь. Но этот участок, он, прям очень классный, большой. Здесь, если есть дети, им есть где порезвиться, внизу можно организовать детскую площадку, мы это чуть позже покажем. Есть место для лежаков, место для отдыха на траве, если кому нравится. Смотрите, какой удобный и широкий въезд в гараж. Я сразу в гараж, потому что это то, что мы встречаем при въезде, при входе в дом. Здесь же находится у нас все оборудование для дома. Гараж, кто-то скажет, для такой виллы, вы потом виллу увидите, маловат. А с моей точки зрения вполне корректный размер. Зачем нам гараж на 5-6 машин, как иногда строят? То есть иногда бывает гараж площадью с полдома. Зачем? Это пустующее пространство, просто деньги, закатанные в бетон, с моей точки зрения. Здесь корректного размера гараж, здесь вместятся и большие машины, и не одна. Плюс у нас есть мы можем припарковать машины здесь, мы можем запарковать машины при въезде, есть площадка. Ну и перед домом, потому что перед домом у нас довольно-таки большая фасадная часть ворот. Можно перед воротами ставить. Поэтому гараж есть, гараж удобный, гараж компактный и полностью используемый. Что мы видим при входе в дом? И как гости со стороны улицы, и как встречающая сторона. Нас приветствует бассейн и вид на море. Очень большая просторная прихожая со встроенными шкафами. И посмотрите, сколько места. То есть здесь, если кому-то не нравится эта мебель, можно поставить комод, можно по-другому организовать это пространство. И сразу при входе у нас есть комната, суит со своей гардеробной на уровне входа. С моей точки зрения, это решение очень удобное. Допустим, у вас есть няня, или у вас есть прислуга, или у вас есть пожилые родственники, или гости с чутким сном, которым нужно уединение, или вы кого-то хотите поселить подальше от хозяйской части. Вот в этой комнате они могут жить. То есть это у нас абсолютно, может быть, такой отдельный отсек, и здесь можно находиться, и тебе не будет мешать ни шум гостиной, ни человек, который живет здесь, не будет пересекаться с хозяйской частью. Здесь есть гардеробная и санузел с душевой. Как вы видите, размеры вполне себе приличные и у санузла, и у спальни, поэтому этот блок может быть полностью автономным, полностью укомплектованный санузел. То есть здесь может жить человек, повторяю, с которым либо вы не хотите по каким-то причинам пересекаться, либо вы цените его покой, и свой в том числе. При этом ваш гость или прислуга, или няня вышли из этой комнаты и уже попали в хозяйскую часть. То есть все на одном уровне, все очень удобно. Особенно, допустим, если пожилые родственники, которые, опять же, в возрасте люди ценят тишину, вот они там себе спокойно живут. Здесь еще есть дополнительная дверь, которая отсекает лишний шум. Но при этом
У них прямой доступ без всяких ступеней в гостиную и в кухню. Я считаю, что очень удобно. У нас на этом уровне есть гостевой санузел возле входа. Он небольшой, компактный, но для гостевого санузла вполне корректные размеры. Везде у нас сантехника Велерой Бох хорошего качества. Полы, как видите, у нас тут везде мрамор. Да, полы теплые во всем доме. И мы переходим с вами в гостиную. Гостиная у нас выходит окнами к бассейну. Вот я, например, люблю такой вид, мягкий. Я понимаю, что где-то со скалы он более такой брутальный. Но мне такое море не очень нравится, такой вид. Постоянно бьющихся об скал волн мне не очень. А вот такое спокойное созерцание моря на фоне сосен мне больше импонирует. Потому что вот в такую погоду и даже в пасмурную погоду оно всегда вот тихое, спокойное, умиротворенное. А здесь у нас может быть столовая зона, потому что она примыкает к кухне. В данный момент в доме никто не живет, поэтому видите, ему не хватает никаких предметов интерьера, каких-то, возможно, картин, как здесь обеденного стола. Но здесь вполне помещается хорошего размера обеденный стол, и можно здесь обедать со своей семьей и друзьями. Но также кухня имеет столовую зону. Поэтому, если вам нормально обедать, ужинать на кухне, вы можете оставить такую концепцию. Если нет, вы можете поставить стол там и это место использовать как-то по-другому, либо поставить какой-то маленький столик. Я, возможно, бы вообще объединила всю эту зону. Убрала бы эту стенку, потому что она не несущая, и соединила бы кухню с гостиной. Тем самым можно увеличить зону диванную. Стол у нас становится где-то вот здесь. И места много для готовки. Места много в той зоне и в зоне стола тоже. То есть вот мне кажется, вот это сегодня уже лишнее. В то время, когда дом строился, плюс он немножко в таком классическом стиле обыгран, а классический дизайн подразумевает, что мы отделяем кухню от столовой, от гостиной. Но я бы его немножко модернизировала, и дом заиграл бы другими красками. Кухня. У нас здесь везде техника Миели, все укомплектовано. Здесь есть пароварка, кофеварка, микроволновка, духовка, холодильник. Вся кухня очень хорошего качества. У нее такой цвет слоновой кости, лакированная. Очень стильно смотрится. Вообще сюда просится стиль, мой любимый стиль Прованс. Вот в этот дом. Я его уже вижу в этом стиле. И его можно очень легко обыграть. Итак, здесь у нас дополнительно есть вот такая комната, которая в целом тоже может быть комнатой для прислуги, потому что здесь есть санузел. Например, здесь ваша прислуга или обслуживающий персонал может спать. А здесь у них есть зона гардеробной и свой санузел. Здесь же они занимаются всеми бытовыми работами, да, вот стирают, гладят. У них есть санузел со своей душевой. Почему это может быть комнатой для прислуги? Потому что здесь есть дверь, которая закрывается на ключ, у них может быть свой собственный вход. То есть, допустим, даже у вас есть приходящая прислуга, очень удобно. Они приехали, вы пока отдыхаете, что-то делаете, у них есть ключ, они зашли с этой стороны, не мешая основной части дома, и занимаются своей работой. И в то же время они могут заниматься приготовлением завтрака, если вы сами не хотите этим заниматься. То есть этот дом, он продуман вот даже в таких мелочах для людей, которые не хотят заниматься бытовыми вопросами сами, а хотят иметь постоянную прислугу, которая их обслуживает, и при этом, чтобы эта прислуга была ненавязчива в своем присутствии. Мне очень нравится это архитектурное решение. Те, кто в Испании живут, согласятся, что вот такие полукрытые террасы, то есть второй этаж у нас, собственно, навесом таким является. Это очень грамотно при нашей летней жаре. У нас здесь всегда естественная тень. Мы можем продлить эту тень летом, если здесь мы установим маркизы. Да, можно их сделать автоматическими. Здесь для того, чтобы создавалась летом тень, есть вот такой зонт, который дает очень много тени в этой части. Как вы понимаете, здесь у нас зона для лежаков, принимать солнечные ванны. Дом очень приватный. Я всегда обращаю внимание на приватность, потому что
Ну, особенно, когда мы говорим о такой категории вилл, это очень важно. Посмотрите, какой у нас впереди вид. Это тоже территория этого дома. И за вот этим зеленым забором, за туями, это площадка соседнего дома, но она не подлежит застройке. То есть здесь ничего нельзя построить, поэтому этот вид, он всегда будет сохраняться таким. А там вот уже море, спуск к пляжу. 5 минут максимум, и вы на пляже. Очень красивым, очень живописным, а самое главное, не перегруженным людьми и туристами. Да, и, кстати, ролик, который я вам уже рекомендовала к просмотру об этом поселке, вот мы как раз снимали пляж вот под этим домом. Так что, если вам интересно посмотреть, какого рода здесь бухточка, обязательно посмотрите наш ролик с обзором об этом поселке. Обратите внимание на фасад этого дома. Кому-то из вас он покажется чересчур классическим. Но если покрасить его в цвета прованских домов, он будет смотреться уже совершенно по-другому, не так громоздко. Во-вторых, если кому-то не нравится, мы уже консультировались со строителями, которые достраивали этот дом, они мне подтвердили, вот эту часть, вот этот козырек, его можно убрать, можно сделать плоскую крышу. И тогда дом будет смотреться таким в стиле минималистическом, потому что его делают классическим только вот этот вот треугольный козырек. Поэтому, когда вы смотрите на картинках какие-то дома, которые по стилистике вам не нравятся, вы их отбрасываете просто потому, что вам не понравился стиль. Но не рекомендую. Всегда, я не применима к этому дому, а в целом, задавайте вопрос вашему риэлтору, а что можно сделать с этим домом, какими минимальными средствами можно обыграть для того, чтобы превратить это в дом вашей мечты. Потому что, согласитесь, вот найти такой дом, а вы помните, я всегда говорю, что главная локация, найти такой дом, найти такой участок, найти дом в хорошем состоянии, чтобы он был не старый, не сырой, не вонючий, очень сложно. То есть нужно всегда смотреть, как можно обыграть тот или иной вариант, что можно с этим сделать. Если ничего нельзя сделать, да, вы продолжаете поиск. Здесь, конечно, очень классная зона бассейна. Мне нравится, как она вот вписана в дом, то есть у нас вход в дом, мы выходим из дома, и у нас продолжением выхода является бассейн, который на горизонте уходит в море. Также у нас здесь сейчас не сезон, поэтому здесь закрыто это джакузи. Тот, кто хочет в джакузи поваляться, может это сделать. И вот опять же, если мы в бассейне или на лежаках, нас никто не видит, и мы никого не видим. Это очень классно. Это то, за что люди платят деньги, покупая виллы. Да? Мы все хотим отдых, спокойствие, приватность, а не так, что нам окна в окна смотрели. Так, мы снова зашли через прихожую и идем дальше. Вы поняли, что на первом этаже у нас одна спальня, и остальное это все гостиная, кухня. Откроем. Смотрите, я приоткрыла окно, потому что мне очень нравятся вот такие витражные решения, когда вместо стены глухой у нас есть стекло. Кто-то скажет, но там же соседний дом. Да, но для создания объема здесь очень хорошо вписывается это окно вечером, и вы уже видели, что эта штора была опущена. Ее можно держать всегда опущенной, но с другой стороны, когда деревья разрастутся, соседний дом мы не будем видеть, а вот это стекло у нас останется. Понимаете? Поэтому такие решения нужно делать на начальном строительстве, а приватность с этой стороны можно обыграть зелеными насаждениями. Посмотрите, какой ширины лестница. Это тоже немаловажно, потому что много домов, даже современных, недавно построенных, где лестница у нас будет в половину. Но согласитесь, по такой лестнице вышагивать значительно приятнее. Ну и, конечно, вот этот двойной свет здесь на лестнице с люстрой, который, в общем-то, позволяет повесить люстру вытянутой формы и дать еще больше объема за счет вытянутой формы. В общем, здесь можно проявить очень много фантазий. Да, здесь стоят датчики на лестнице, которые включаются в вечернее время, когда вы спускаетесь, будет подсвечивать лестницу. Можно не включать вот этот свет. Итак, мы в одной из спален этого замечательного дома. И все спальни здесь, кроме одной комнаты, обращены к морю. И не случайно кровать стоит именно таким образом, для того, чтобы, когда вы просыпаетесь, вы сразу видите море и сосны. Ну и что самое приятное, здесь у нас есть
Очень классная терраса. И все спальни с выходом на террасу. Так как мы поднялись на второй этаж, вид у нас открывается более панорамный. И не только на море. Мы видим соседний город Паломос. И здесь у нас тоже, видите, широкая терраса. Пол выполнен из мрамора. Все стоки для воды есть. Вот в доме никто не живет, но вы видите, он в хорошем очень состоянии. Хочу обратить внимание на толщину стен. Вот когда люди строят для себя, они строят для себя. Потому что вот эти стены, ни один купленный дом, который строится на продажу, вы такой толщины стен не увидите, потому что это очень дорогое строительство. Здесь столько кирпича, бетона и всего прочего, но благодаря этому дом сухой. В нем нет запаха старого дома, сырости, хотя, повторяю, в доме никто не живет. В этой спальне у нас есть своя гардеробная. Заметьте, в некоторых барселонских квартирах спальни такого размера. Здесь гардеробная. И собственная ванная. Я здесь что-то натыкала. У меня вот с окнами никогда дружбы не случается. И закрыла вот эти ставни и не могу открыть. Но так как хозяина нету, и я не понимаю, как они открываются. Ну, в общем, поверьте мне, здесь все было открыто. Идемте дальше. Еще одна спальня, как вы понимаете, по мебели это детская комната. Но она может быть вполне и для взрослого человека. Тоже есть шкафы, тот же самый выход на террасу. И вот поверьте мне, какой теплый дом. Вот солнце прогрело. Вот наш оператор кивает головой, потому что прям жарко уже становится, хочется раздеться. Отопление выключено. Повторяю, здесь никто не живет. Но в доме очень тепло. И именно по этой причине я сказала, помните, рассказывала о том, что как хорошо, что есть вот этот навес на первом этаже, потому что все равно мы живем на первом этаже. И днем, когда жарко, мы находимся в гостиной. И вот эта терраса, она является козырьком для террасы внизу и предохраняет от нагрева гостиную и кухню. Но здесь везде есть кондиционирование, поэтому можно не переживать за наше жаркое лето. Мы проходим дальше. Здесь у нас спальня такого же размера, как предыдущая, но немножко по-другому расставлена мебель. Да? У нас вот здесь идет вдоль письменная зона и тот же самый выход на террасу. Здесь вы можете отметить, что эта комната темнее, чем две предыдущие, потому что как раз мы находимся в зоне вот этого козырька. Кстати, если кому-то хочется и мало вот этого пространства, можно достроить, то есть перенести эту стену, но это уже более глобальная перестройка, и за счет этой террасы уличной увеличить площадь комнат. Но я считаю, что здесь вполне корректный размер комнаты, и не надо городить чего-то лишнего. И вот для той комнаты вот этот санузел. Тоже душевая, окно на улицу. Вот видите, здесь что-то перекликается немножко с прованским стилем, поэтому не зря мне как-то напомнила Прованс. И вот та комната, которая не выходит окнами на улицу. Ее использовали как игровую для детей и для просмотра кинофильмов. Видите, здесь такой полумрак, она не самая светлая. В общем-то, для этих целей она подходит. В этой комнате, например, можно сделать кабинет, можно сделать игровую комнату для детей, для того, чтобы они здесь хранили все свои игрушки. Добро пожаловать! И это хозяйские апартаменты. Но я даже не могу назвать это спальней. Мы при входе попадаем в каминный зал. Камин действующий, настоящий, не бутафория. Здесь все продумано таким образом, что вот здесь трещат бревна, горит огонь, а я сижу и смотрю на море. Вот вообще мне хочется сразу взять какой-то интересный детектив, зажечь огонь, вечер, полумрак, и ты сидишь, смотришь на море, читаешь любимого Пуаро или какие-то более серьезные детективы. Почему-то вдруг навеяла мне сейчас вот эта обстановка, именно такую картину. Ну, а если вы любите писать детективы, то для этого у вас есть все. Ваша муза здесь вас не покинет, потому что сама атмосфера Испании, мне кажется, она привлекает сюда всевозможных муз. И здесь вы можете творить
самые лучшие произведения, будь то книги или какие-нибудь бизнес-проекты успешные. Кабинет с видом на море, поэтому я же говорю, муза здесь вас не будет покидать. Ну и мебель вся здесь выполнена из дерева под заказ, поэтому когда дом продастся, она вся останется в этом доме. Ну а теперь, после бокала вина, отдыха у камина, мы переходим в спальню. Вот в этой спальне, после того, когда ты видишь вот эти маленькие спальни испанские, вот в этой спальне даже как-то неуютно, хочется как-то уменьшить пространство. Как-то много места чересчур. Я шучу, конечно, много места не бывает, но здесь действительно ты заходишь, еще сегодня такой светлый, яркий день, солнечный. Вот в этой комнате мы забыли включить свет перед съемкой. Все, что вы видите, это натуральное освещение. И комната, конечно, кажется огромной. И размеры этой комнаты не ограничиваются только самой спальней. Мы дальше проходим в гардеробную. Она точно так же вся укомплектована. И проходим в санузел. Здесь у нас душевая, биде и унитаз. Почему в главной спальне, вы спросите, нет ванны? Вообще, ванна не очень практичное решение в Испании, потому что, во-первых, вода дорого стоит, во-вторых, у нас климат такой, что только зимой в ванной можно посидеть. Поэтому они обычно простаивают, ими никто не пользуется. И ванны ставят всегда в детских спальнях, потому что, детки действительно, особенно когда маленькие, их удобнее мыть в ваннах. Поэтому вот в тех спальнях, где мы были, там в одной спальне есть ванна. Обычно всегда в доме предусматривает один санузел с ванной, но это в основном для детей. Но этим дом еще не заканчивается. Вот я хочу у нашего оператора спросить, как ему эта спальня? Пусть он покажет и кивнет. Большая, классная, большая. Вот. Но мы идем дальше. А он здесь остается, так что пока. На этом наше видео прерывается. Я потеряла оператора. Теперь он перейдет в ранг. И если вдруг этот дом привлечет внимание тех, кто любит собственные фрукты и хочет экопродукты, сейчас это все больше и больше в Европе набирает обороты, вот к вашим услугам сад. Он, казалось бы, небольшой, но здесь есть все. Апельсины, мандарины, я знаю, что здесь есть черешня, персики. Я не очень хорошо разбираюсь в деревьях, когда они с листьями, а когда они без листьев, я вообще не могу понять, что и где. Но если кому-то интересно, пишите в комментариях, я обязательно задам этот вопрос собственнику, чтобы он выдал нам полный список всех фруктовых деревьев. Вот лимон я могу отличить, потому что лимон у нас круглый год зеленый и круглый год плодоносит. У нас есть сорт, который называется Quattro Estaciones, то есть 4 времени года. Они круглогодично плодоносят. Вот, наверное, это представитель. Я очень люблю дома, которые стоят отдельно от границ участка. Тот, кто не знаком с нашими особенностями строительства, удивится, скажет, ну а как по-другому? А вот так, есть дома, особенно старые дома, которые раньше для того, чтобы сэкономить на подпорных стенах, ставили прямо вот в упор. Раньше, во-первых, не было границ отступа от соседей. Вот в старых домах можно такое встретить. И получается, что вы не можете вокруг дома своего пройти. У вас он задней стенкой всегда прилеплен к скале, к стене. То есть, во-первых, это лишняя влажность, а во-вторых, у вас нет возможности вот так вот вынести на заднюю часть дома окна. Здесь у нас только одна комната, вот та, что кинозал, выходит сюда, а остальные все окна, они второстепенные, ванных комнат. Но все равно, согласитесь, когда в ванной есть окно, это очень приятно. Это можно проветрить, это дополнительный естественный свет. Вот поэтому мне очень нравится, когда вот такое решение. Здесь мы видим домик для садовника. Посмотрите, как все аккуратно, несмотря на то, что люди здесь не живут. Это выход из гостиной. Можно тоже попасть сюда, на эту сторону. Барбекю. И вот эта дверь, которая нам служит для того, чтобы выйти на этот задний двор из кухни, например, если мы барбекю здесь делаем. Или вот эта дверь для прислуги с ключом. Здесь мы можем делать в летнюю жару спокойно барбекю. Нет палящего солнца. Здесь такая теневая сторона. Поэтому, в общем-то,
Этот дом создает еще естественную тень в этой части участка, что для нашего теплого, даже жаркого климата очень важно. И дальше у нас участок продолжается. Если кому-то мало деревьев или кто-то хочет здесь помидоры посадить, вот, пожалуйста, сделайте себе здесь пару-тройку грядок, и у вас будут собственные томаты, это солнечная здесь сторона, огурцы, здесь зелень, салат, укроп, лук. Но вообще здесь есть где развернуться садовникам. И если среди вас найдутся изверги, которые захотят уничтожить эти сосны, вы, конечно, можете это сделать и посадить здесь какие-нибудь фруктовые деревья. Здесь также мы идем по участку, по нижней его части. И эта часть участка, где я говорила, можно сделать, например, детскую площадку. Если у вас дети, внуки, абсолютно ровная, безопасная, никто никуда не упадет. Давайте подойдем прямо к краю. Очень мало у нас найдется домов возле моря и вообще на Коста-Браво, чтобы конец участка не заканчивался бы каким-то склоном резким. Здесь вот тот самый случай. Никто никуда не упадет, не расшибется, не убьется. И смотрите, как здорово. Мы с вами спустились ниже. У нас здесь такая полутень за счет сосен. Здесь очень приятно находиться в любую погоду. Можно здесь, если не детская площадка, то, допустим, заниматься йогой, какой-нибудь растяжкой, спортом. Потому что вот здесь под террасой, по которой мы гуляли, и в зоне бассейна, есть потрясающее помещение. Посмотрите, здесь можно, я не знаю, спортзал сделать. Если вы творческая натура, не знаю, домашний театр. Ну, очень много применений. Но в целом изначально собственниками это было предусмотрено как спортзал, потому что здесь у нас есть розетки, где можно подключать тренажеры, зеркало. Я недаром упомянула йогу, которой можно заниматься там, потому что в хорошую погоду вы можете выйти и порастягиваться, и поделать асаны на улице. В плохую погоду этим можно заниматься здесь. Не выходя из дома, вы можете заниматься всем чем угодно. Здесь, смотрите, какая тоже классная фишка. Кухня. Она предусмотрена на тот случай, если кто-то здесь, например, захочет сделать зону для проведения праздников. Да, то есть здесь и это можно сделать. В таком случае, допустим, можно зону барбекю перенести сюда вниз и встречаться со своими друзьями на барбекю здесь. При этом, видите, все аккуратно закрывается. Мы закрыли, все спрятали. То есть вот здесь тоже можно поставить, ну, не хватает тарелок, каких-нибудь там, не знаю, сковородок, кастрюли. Можно установить здесь плиту. Но и это еще не все. А самое главное находится здесь. Смотрите, какой класс. Мы еще в субботу снимаем, когда хочется отдыхать и релаксировать. И вот этот запах дерева. Да, вот наш оператор тоже говорит, что все, он точно оккупирует этот дом. Он теперь даже не знает, где ему остаться. Либо в главной спальне, или оккупировать вот эту часть. Потому что здесь есть сауна. Боже, какой тут запах. Ой, это кайф. Это... Вот вы представляете, вы позанимались. А какой хамам? Здесь и хамам, и душ. А как все аккуратно. Да, видите, Мурочка. Вот там есть ведро, можно политься холодной водой после сауны, облиться. Здесь также есть у нас санузел. И здесь у нас находится все оборудование для бассейна. И тоже как продумано. То есть все очень удобно, все очень компактно. Иногда такие комнаты где-то под бассейном зарывают. Они сырые, в них неудобный доступ. А здесь, если вдруг что-то вышло из строя, пришел техник, зашел сюда, спокойненько себе все подчинил, проверил, посмотрел, провел какое-то техническое обслуживание. И все отлично. Ну вот, друзья мои, мы осмотрели весь дом. Я, по-моему, ничего не забыла. И сейчас мы с вами будем подводить итог увиденному. У нас дом на первой линии моря.
в очень престижном поселке. Его многие не знают, не знакомы с ним, но поверьте мне, это так. Удобная пешая доступность до моря. Рядом инфраструктура, тихое, спокойное место. При этом у нас Плая де Ару рядом, но вы избавлены от этой летней суеты и суматохи. Дом очень добротно построен. Люди его строили для себя, не на продажу. И я думаю, что это чувствуется. Тупиковая улица. Перед вашим домом не будут ездить машины. Ну и, конечно, несомненным козырем является вид на море. И самое главное, что его никто никогда вам не перекроет, потому что, напоминаю, то, что перед домом не подлежит застройке. Из минусов, которые, возможно, вы найдете, это то, что дом не в стиле хай-тек, который сейчас так моден. Это дом в классическом стиле, напоминаю, смотрите, в предыдущих сериях, в предыдущих эпизодах его можно очень быстро обыграть и сделать его современным. Мы сейчас отойдем от нашей традиции не публиковать цену, мы опубликуем ссылку на этот дом, на нашем сайте он опубликован. Если он вас заинтересовал, пишите комментарий, мы организуем вам визит. Формат визита может быть как личное присутствие вас в качестве визитера, либо мы можем провести вам видеовизит, если вы по каким-то причинам не можете пока приехать и посмотреть его лично. Ну что, друзья, наш обзор подошел к концу. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях, я с радостью на них отвечу. Ну и с вами была Марина, агентство Damlex Realty. Если вам нужен человек с 20-летним опытом работы в сфере недвижимости, обращайтесь.